Пацифисты в Кремле становятся смелее. Будет ли бунт на корабле? Путин собирает чемоданы для поездки в Аляску. Российская армия собирает кулак для нового прорыва. Поезд ушел. Система готова к новой мобилизации. Берлин передумал. Оружия больше не будет. Талибы пошли в наступление. Кого исламисты победили на этот раз? И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Президент России Владимир Путин не намерен отказываться от захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный вывод украинских войск из Донбасса. Об этом пишет The Washington Post. Источник издания подчеркнул: Путин не отдаст захваченные юго-восточные части Украины, так как они обеспечивают России сухопутный мост в Крым. По словам собеседника The Washington Post, предложение Кремля остановить атаки на эти области было неправильно истолковано спецпосланником президента США Стивом Уиткофом, который решил, что речь идет об отводе войск. Фактически Россия не предлагает взамен ничего, кроме прекращения огня, заявил изданию бывший высокопоставленный кремлевский чиновник. С политической точки зрения, Путину проще продолжать войну до окончательного краха Украины, нежели заключать мир. Вот почему они цепляются за идею необходимости временного, а не постоянного перемирия. По словам собеседника The Washington Post, такая договоренность позволит инициировать выборы в Украине, чего давно добивается Путин, называющий нелегитимным президента Владимира Зеленского. Пока Путин готовится к разговорам о мире на Аляске, его армия не собирается останавливаться. Москва стягивает силы к фронту в Запорожской области. На это обращает внимание глава Центра изучения оккупации. Петр Андрющенко публикует фото, которое свидетельствует: агрессоры перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта для усиления своей группировки. Андрющенко назвал это крупнейшими перемещениями техники за июль и август. По его словам, Российская Федерация также переводит технику и артиллерию из Бердянска на север Донецкой области. Граждане города Уфа, сохраняйте спокойствие и будьте осторожны. Беспилотная атака. Над городом разносится звук системы оповещения о беспилотной угрозе. В местном аэропорту временно приостановлены полеты. Картина для многих российских городов благодаря Владимиру Путину привычная. Но в этот раз украинские дроны установили рекорд и посетили новый регион – Коми. БПЛА впервые видели над Сосногорском и Ухтой. Для справки, республика Коми находится почти в 2000 километров от Украины. Прилет беспилотников в Ухту не был экскурсией. Тут был поражен резервуар нефтеперерабатывающего завода «Лукойла». Правда, без таких ярких последствий, как в Рязани или Новокуйбышевске. Российская агрессия продолжает забирать жизни украинцев, и даже без дроновых и ракетных атак. 3 человека погибли в Одесской области. Погибли во время купания в результате 2 взрывов неизвестных предметов. По данным главы областной администрации Олега Кипера, 1 мужчина погиб в селе Каролина-Бугас. Еще мужчина и женщина в поселке Затока. Представители местных властей обращают внимание, что погибшие купались в запрещенных для отдыха зонах. Издание «Думское» уточняет, что в море взорвалась мина примерно в 50 метрах от берега. В рядах российской правящей элиты зреет недовольство. Об этом пишет The New York Times. Издание обратило внимание на многолетнего соратника Путина Дмитрия Козака. Знакомый с Путиным еще по работе в мэрии Санкт-Петербурга, этот опытный аппаратчик занимал важнейшие посты с первых дней прихода Путина к власти. Но теперь отошел от дел из-за того, что не поддержал так называемую спецоперацию. Говорят, что Козак разочаровал Путина, потому что Козак четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой.
По данным источников The New York Times, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину Козак отговаривал российского диктатора от этого шага. Он якобы предупреждал Путина об ужасных последствиях полномасштабного вторжения, прогнозируя ожесточенное сопротивление Украины. По данным издания, Козак, который сохраняет пост заместителя руководителя администрации президента, и в этом году проявил немодную и даже опасную инициативу, призвал хозяина Кремля остановить войну и начать мирные переговоры. Кроме того, по сообщениям источников New York Times, чиновник настоятельно призывал Путина провести внутренние реформы, включая усиление контроля за российскими силовыми структурами и создание независимой судебной системы. Станет ли таких казачков в Кремле больше? Что думаете? Осторожно, двери закрываются. К возможной второй волне мобилизации Россия готова. В стране зафиксирован первый случай получения электронной повестки в военкомат. Об этом пишет проект «Идите лесом». Речь идет о призывнике из Тверской области, которому пришло сразу 2 уведомления через СМС и портал госуслуги. Последним был указан срок явки и сообщалось о запрете на выезд из страны в связи с размещением повестки в реестре. По закону электронная повестка считается врученной через 7 дней с момента размещения в реестре, а ее получателю автоматически блокируется возможность покинуть пределы России. В случае неявки в военкомат через 20 дней к призывнику применяются дополнительные ограничения. Так ему запрещается регистрировать ИП, получать заграничный паспорт, оформлять сделки с недвижимостью, брать кредиты и становиться самозанятым. Также уклониста может ждать штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Создать единый цифровой реестр военнообязанных приказал Владимир Путин. Такое решение хозяин Кремля принял после массового исхода россиян из страны из-за объявления частичной мобилизации осенью 2022 года. По разным оценкам, тогда страну покинули от 700 тысяч до 1 миллиона человек. В апреле 2023 Путин приравнял электронные повестки к бумажным и утвердил ограничения против граждан, которые уклоняются от призыва. Возможно, ресурсы на контрактников на исходе, и в Кремле готовятся снова прибегнуть к массовому и бесплатному призыву. Что думаете? Пишите в комментариях. Пока одни европейские лидеры ведут интенсивные переговоры с коллегами в Вашингтоне, накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, премьер-министр Словакии сделал очередной выпад по отношению к Украине. Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, дерутся ли слоны или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава. В данном случае Украина. В Киеве ответили Роберту Фицо. В Министерстве иностранных дел Украины осудили подобную риторику и подчеркнули, что Фицо так и не осознал истинных причин преступного вторжения Российской Федерации, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором. Прискорбно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы. Заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые в течение всего этого времени демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине, добавили в дипломатическом ведомстве. Поэтому своими заявлениями, цитируем, господин Фицо оскорбляет и собственный народ. В преддверии переговоров на Аляске президент Украины продолжает интенсивные контакты с партнерами не только на Западе. Владимир Зеленский поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым, поздравив того с достигнутыми в Вашингтоне договоренностями с Арменией при посредничестве Дональда Трампа. Вместе президенты дали оценку последним действиям Москвы. Во время телефонного разговора стороны обсудили нанесенные Россией целенаправленные воздушные удары по принадлежащей компании «Сокар» Азербайджана, нефтебазе на территории Украины, другим объектам, относящимся к нашей стране, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину.
Стороны высказали уверенность, российская атака ни в коем случае не станет причиной прекращения сотрудничества между Баку и Киевом в сфере энергетики. Провел беседу Владимир Зеленский и с президентом Казахстана, страны, в адрес которой часто сыпятся нападки и угрозы из Москвы. Детали, как водится, остались тайной, но официально было подчеркнуто, что Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку суверенитета Украины. Фридрих Мерц взял слово в ближневосточном конфликте. Канцлер объяснил остановку поставок оружия еврейскому государству. Правительство Федеративной Республики Германия твердо поддерживает Израиль уже 80 лет. Это не изменится. Мы продолжим помогать этой стране защищать себя. Мы расширили нашу поддержку, но мы не можем поставлять оружие в конфликте, который пытаются разрешить исключительно военными средствами, который может привести к сотням тысяч жертв среди мирного населения и который требует эвакуации всего города Газа. Куда этим людям идти? Канцлер заявил, что решение Биньямина Нетаньяху пойти на обострение в конфликте стало неожиданностью для Берлина. Фридрих Мерц обращает внимание, что в Израиле не все согласны с премьером. Я вижу, что, например, сам начальник израильского генштаба серьезно сомневается в целесообразности этого решения. Я слышу и читаю, что несколько сотен бывших сотрудников разведки и служб безопасности Израиля публично протестуют против такого курса. Естественно, это в определенной степени влияет и на мое мнение. Но еще большую роль, возможно, играют настроения немецкого общества. Как свидетельствует опрос Deutschland Trend по заказу телеканала АРД, 2/3 граждан хотят, чтобы Берлин усиливал давление на Израиль в связи с ситуацией в Газе. А согласно исследованию, проведенному берлинским журналом «Интернационале Политик», 54% немцев поддерживают признание палестинского государства. Талибан проводит очередное наступление, и речь не о боевых действиях, речь о новом наступлении на права женщин. В этот раз внимание исламских радикалов, захвативших власть в Афганистане, привлекли салоны красоты, как пишет ресурс Tolo News. Речь идет о сотнях таких заведений. Как правило, такие услуги оказывались на дому, поэтому компания сопровождалась обысками и уничтожением оборудования. Это не только очередная операция по ограничению прав женщин, но и удар по их экономическому статусу. По оценкам издания, без работы и дохода остались около 60 тысяч хозяек и сотрудниц салонов красоты. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.